Друзья, приветствую вас! Дневной, ну или вечерний уже обзор. Давайте рассмотрим, какие важные текущие события произошли, куда направляются рынки и какие возникают тренды. Ну и подумаем с вами вместе, какие движения ожидаются по ключевым активам: нефть, рубль, доллар, золото и так далее. Так, друзья, ну из существенных важных событий сегодня базовая кредитная ставка НБК, Национальный банк Китая, но они ее оставили такой, как и была, и скорее всего они будут придерживаться такой точки зрения длительное время. Не в привычках Банка Китая все менять. Так, ну вот сегодня выступление Лагард было, сейчас попозже, может быть, мы это рассмотрим. Так, ну сегодня опять все внимание обращено к тому, что будет с монетарной политикой ФРС и что происходит с инфляцией. Вот глава российского ЦБ выступила с тем, что печатание и раздача денег не приведут к росту ВВП, а лишь разгонят инфляцию. В ее словах есть истина. Отчасти. Эта истина заключается в том, что действительно, если экономика, у нее главный продукт это сырье, а не прибавочная стоимость, которая экспортируется, то действительно в этой ситуации раздача денег она придет к тому, что инфляция взвинтится. То есть будет инфляция как на Западе, в США, в Европе, плюс своя интересная составляющая. Так, ну и вот если рассматривать другой источник, раскручивается инфляционная спираль. Но здесь как бы суть какая, что инфляция будет расти, ужас и так далее и тому подобное. Статья, соответственно, от сегодняшнего числа. Так, вот далее, если мы откроем мартовское заявление председателя Банка России 19 марта. Так, и что здесь говорит глава ЦБ? То, что экономика восстанавливается опережающими темпами, годовой уровень инфляции 4%, и эти 4% уже удастся вернуть в первом полугодии 2022 года. Ну, как бы руководитель любого Центробанка — это человек, который он должен предвидеть многие вещи. Он должен их предвидеть, и, соответственно, его прогнозы, они как направление ветра не могут меняться. То есть вот изначально вот я, например, не глава Центробанка, но мне было понятно еще в начале года, даже раньше, что будет инфляционный всплеск и, возможно, коллапс инфляционный. Странно, что глава ЦБ, она в начале давала прогнозы, что все хорошо, будет 4%. Сейчас она говорит в сегодняшнем заявлении, там выступлении или статья, что там было, о том, что, в общем-то, инфляция, цены будут расти, то есть инфляция будет расти, цифра не называется, но, понятное дело, ни о каких 4% здесь не идет, а скорее всего идет речь 6% и, возможно, более. Так, ну и вот здесь был вопрос корреспондента, в частности Интерфакс. По вашему мнению, инфляция в этом году превысит предыдущие 3,7-4,2%. Какую инфляцию ждете на пике 5,8%? Вот прямо явно вопрос-ответ. Мы ожидаем возвращения инфляции к нашей цели 4% в первой половине 2022 года. А по нашей текущей оценке мы сейчас находимся где-то вблизи пиков. Это было в марте сказано, в районе пиков. И исходим из того, что в апреле начнет постепенно снижаться. Но как бы Центробанк, он обязан то, что происходит, предвидеть и прогнозировать. Так, друзья, но после того, что произошло на предыдущей неделе, доктора Пауэлла вызвали в процедурную для душевных бесед о том, что можно говорить и что можно думать, а что нельзя. И, соответственно, давление со стороны американского правительства и президента, оно может привести к тому, что никаких подобных заявлений более в ближайшее время не будет, всяких волшебных прогнозов директоров ФРС. И, соответственно, печатный станок, выкуп активов будут исправно работать еще в течение какого-то времени. Так, ну и вот, в общем-то, действительно, ситуация такова, что перепугались все от шока прошлой недели, который возник из-за того, что там несколько директоров ФРС предположили, что будет политика ужесточаться раньше, чем изначально было запланировано. И сейчас как бы на всех надавили, ну или надавят в ближайшее время, и скорее всего здесь произойдет откат. Вопрос только в том, насколько долго система просуществует в таком состоянии. Так, но тем не менее, крупнейшие американские банки, экономисты, аналитики, они уже прогнозируют, что будет вот этот
инцидент полностью исчерпан и рынки вернутся к росту, а валюты развивающихся стран будут укрепляться. Особенно интересные перспективы здесь получается у бразильского реала, потому что по нему сочетание факторов, которые может его значительно вытолкнуть наверх против доллара США. Так, ну конечно, то, что на прошлой неделе произошло, когда несколько чиновников, хотя достаточно, скажем так, уважаемых и профессионалы, имеющих власть и мандат, начинают высказывать свою точку зрения относительно того, что банкет закончил, это может приводить к таким катастрофическим последствиям. Так, ну и вот интересный такой график. На нем отмечены макроэкономические события, данные, которые выходили, и, соответственно, что в дальнейшем развивалось. Вышли данные о том, что не происходит надлежащего роста доходов в несельскохозяйственном секторе БАМС. Дальше вышли данные об инфляции БАМС. И дальше вышли данные по рынку труда США, и здесь началась такая вот катавасия. Но тем не менее, то есть на текущий момент действительно ожидания таковы, что инфляция она будет снижаться. Но это с рядом обстоятельств связано с тем, что Китай уже предпринял ряд мер, которые должны повлиять на стоимость металлов. Это первый шаг. Но здесь есть еще другой момент. Дело в том, что все события, которые происходят, они взаимосвязаны, они являются звеньями одной цепочки. Вот сейчас во всем мире произошел инфляционный шок, связанный с инфляцией издержек, инфляцией стоимости сырья. Это получили, от этого подбросились. То есть этот эффект он произошел из-за двух вещей. Нарушение логистических цепочек на фоне выросшего спроса и то, что много денег, которые, соответственно, начинают идти в сырье. Но это только первый шаг. Следующий шаг, который уже начал происходить, и он будет разворачиваться, это увеличение цен производителей. Здесь никуда от этого не деться. То, что даже если цены на сырье сейчас остановятся и не будут расти, все равно уже как бы заложены определенные издержки, там взяты кредиты, кто-то там подиздержался. И здесь неизбежно будет следующий виток, это рост, соответственно, отпускных цен. Даже если вот сырье все остановилось или начинает корректироваться, наиболее вероятно будет продолжаться рост отпускных цен. Соответственно, здесь последует далее рост зарплат, и причем рост зарплат у квалифицированных работников, менеджеров, рабочих, специалистов. У неквалифицированных роста, разумеется, не будет. И таким образом по спиральке начнет все это дело разворачиваться. Этап с сырьем, допустим, даже прошли. Там Китай выкинул металл на рынок. На нефть спрос поубавился на фоне того, что Иран или начал, или начнет экспортировать Венесуэлу на подходе. И, соответственно, здесь переходим к следующему этапу, потом к следующему. И в конце это по логике вещей, но с моей точки зрения, это должно привести не к тому, что инфляция, она осенью, как изначально прогнозируют, начнет падать или начнет уже как бы устойчиво снижаться, в тренд войдет, а к тому, что мы просто получим раскручивающуюся такую штучку, которая она будет по ходу с небольшими откатами развиваться все дальше и дальше вверх. Так, ну такая штучка интересная. Альянс риск барометра относительно того, какие риски сейчас с наибольшей степенью вероятности могут получить развитие. И первый риск, который идет, это прерывание бизнеса из-за ковида, из-за вводимых ограничений. То есть не зря многие люди, которые проницательны, они говорят, что даже здесь страшен не сам этот коронавирус, а те ограничения, которые накладываются, те локдауны, которые происходят, еще непонятно, что имеет более негативный эффект. Так, ну вот второй риск, который значительный, пандемик, outbreak. Так, ну и опять же, второй риск связан с локдаунами пандемическими. То, что нарушает здоровье, возможность передвижения и негативно влияет на людей, на граждан, ну и на их, соответственно, экономические и потребительские способности. И третий риск, как это ни парадоксально, это киберинциденты. То есть атаки хакеров и вывод объектов из строя. На самом деле я вот абсолютно не верю ни в какие скрытые там хакерские группировки, которые действуют из-под тьмы. Все эти люди, они находятся на виду, их несложно просчитать, и при желании всех можно
надлежащий вид привести, чтобы они этим не занимались, а занимались чем-то полезным. Например, работали на свежем воздухе по распилу деревьев где-нибудь в Сибири или в Техасе нефть добывали. И я думаю, здесь в самое ближайшее время будут на этот счет предприняты самые решительные меры для того, чтобы кибератаки свести к минимуму. Здесь ничего сложного нету. Если есть кому выгодно, и если есть определенная группа людей, которые так или иначе прослеживаются, и всех очень несложно вычислить и остановить их злодеяния. Так, ну вот опять США готовят новые санкции. Так, друзья, ну свое видение по поводу санкций я неоднократно излагал. Вот последний раз в телеграм-канале я опубликовал 20 июня, что на самом деле санкционное давление будет расти. Это очевидно, потому что поменялся вектор развития мира. И поэтому здесь, пока не будет в России изменений, Запад будет только давить и давить. Но здесь, собственно говоря, получается ситуация, процесс, который он как подобно цепной радикальной реакции, когда, допустим, начинает газ или топливо сгорать, то есть здесь рождаются радикалы, вот, и здесь, соответственно, Запад будет оказывать давление. Любая страна, на которую давление оказывает, она радикализируется, начинает всякие бяки делать, там, кибератаки, там, еще что-то. Вводятся еще большие санкции, еще большее давление. И этот процесс, он в конечном счете придет к тому, что мало кто это выдерживает. Либо происходит перестройка структуры, либо все это ведет к коллапсу. Так, ну вот из тех санкций, которые в ближайшее время могут быть реализованы, введены, вот что мне видится, это либо санкции против полетов аэрофлота в западные страны, либо это начало каких-то персональных суровых таких вот санкций. Потому что все остальные меры, они, с моей точки зрения, уже исчерпаны. От свифта отключать, я думаю, никто не будет. Это было бы крайне неразумно, подобно самострелу. Но в перспективе какие-то ограничения вполне могут вести на покупку российской нефти, российского газа. Здесь вот, я думаю, это вопрос ближайших 2 лет точно. Если никаких изменений в структуре взаимоотношений не произойдет, то мы с этим очень скоро уже столкнемся. Потому что раскрутится Иран, Венесуэла оживет, и там уже вопрос дефицита нефти, он не будет стоять на повестке дня. И выбывающая нефть, она очень легко может быть возмещена, закрыта теми странами, которые вышли на арену заново. Так, но есть и позитивные моменты. Авиасообщение в Европе восстановилось и уже составляет более 50% от уровня 2019 года. Европа начинает оживать так же, как и Америка. Так, друзья, ну то, что касается индекса доллара. Конечно, он неделю закрыл выше 92, это не очень хорошо, но пока это не критично. Здесь сейчас идет важный момент, уход от 92 и тестирование 91,5. Если все-таки случится чудо, и мы 91,5 пробьем и закрепимся, то здесь будет следующая фаза движения. Я пока не делал бы на это ставку, посмотрим, как здесь будет развиваться движение. Наиболее логично это консолидация сейчас в диапазоне 92-91,5. Уже не 92,5, а поджатый диапазон 92-91,5. Так, далее Китай. Китайский фондовый рынок сегодня увяз в диапазоне. То есть здесь есть позитивный момент, он не стал дальше падать и тестировать вот это донышко. И если такая ситуация продлится, если на протяжении этой недели не будет пробития 5000-5040 вот этого диапазона, то мы здесь закрепимся и весьма вероятно будет попытка нового захода на 5300. Так, далее индекс Baltic Dry, но он, в общем-то, двойную вершинку нарисовал. Здесь бы ему уже откатиться пора и уже уйти по 2000, но, судя по всему, такого счастья не будет. Его, скорее всего, либо будут держать вот в этом диапазоне 2600-3200, либо он пойдет еще выше. Так, далее VIX, индекс страха волатильности, дневной таймфрейм. Неделя закрылась очень ударно, VIX пропорол все на свете. Вот. Но тем не менее, сегодня видите, как сразу вызвали на ковер и решили привести в чувство о том, что так дальше нельзя. Ну и на текущий момент здесь принципиально является сегодня закрытие 91,5, выше или ниже. Если выше, то завтра шторм продолжится. Если ниже, то
все как бы может вернуться на круги своя и отскочить очень хорошо и торговаться еще какое-то время на хаях. Так, друзья, далее давайте крипту посмотрим, биткоин. Но здесь, конечно, трешак на фоне преследования в Китае крипты. Опять же, вот есть диапазончик вот этот, который 28 500, 30 500. Если он не пробивается, то весьма вероятно вот эта консолидация в диапазоне 39 500, 30 600, она продлится очень длительное время. Так, далее S&P, дневной таймфрейм. Но здесь все отлично. Даже 4100, 4080 уж тем более не пробили. То есть жизнь продолжается. И если вот это движение сегодня развивается, если мы закрываемся на уровне 4230, это будет сигнал на то, что мы будем консолидироваться вот в этом диапазоне в течение этой недели. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну смотрите, вот на прошлой неделе вот этот волшебный уровень 1763 его не пробили. То есть, ну как, здесь был ложный пробой, но этот ложный пробой сегодня же откупили. И сейчас золото консолидируется между вот этими двумя уровнями оранжевыми. Соответственно, здесь возникает следующий момент. Вот то движение, которое по золоту должно было произойти, оно, скорее всего, уже произошло вниз. То есть, если здесь все-таки будет пробой и развивается движение вниз, то здесь уже будет, скорее всего, полный трэш и движение на 1650 и ниже. Сейчас здесь больше оснований для того, чтобы оно либо консолидировалось в этой области, либо попробовало закрепиться выше 1782, вот где-то вот здесь. Ну и текущая беседа, политинформация с доктором Пауэллом, она, скорее всего, приведет к тому, что золото в том числе отскочит и где-то здесь закрепится. Так, друзья, ну по нефти вы сами видите, тут как бы весь ужас заканчивается циферкой 72. Дальше ужас заканчивается и начинается движение наверх. Здесь, пока нет устойчивого пробития 72, будут тянуть, ну как минимум первые цели, я о ней неоднократно говорил, это 75,6. Опять же, вот смотрите, летний сезон, он, как правило, проходит достаточно спокойно. Ну все, летом затихает, замирает в летней неге, и весь расколбас начинается осенью. В прошлом году мы с вами убедились, что и весна тоже хорошее время для расколбасов. Но все-таки в большей степени тот период, который несет максимальные риски, он находится между 1 сентября и 15 октября, с моей точки зрения. Так, друзья, далее доллар и евро. Ну, смотрите, немножко мы не допадали. Вообще вот мы должны были куда-то сюда вот сходить на 1,1789. Но ничего страшного, еще все впереди. Ну вот у нас, собственно говоря, на дневочках, ну с учетом выходных, тут разворотик такой нарисовался. Сейчас Пауэллу дадут а-та-та, и будет отскок вот сюда на 1,2109. Опять же, обращаю внимание, здесь, если сейчас пойдет противоход и будет пробитие уровня 1,1838, то мы уходим вот сюда в район 1,1724. Это дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму все отлично. Выдохнули, готовы отскочить. Так, ну и вот 4-часовик указывает на то, что в обозримое время, в течение нескольких дней, у нас будет цель движения вот сюда, вот в район 1,2116. Опять же, обращаю внимание, 1,1838. Если его пробитие возникает, даже в результате короткого движения, то цена очень легко может уйти под 1,1790. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Ну, смотрите, у нас заминочка вышла вот в этом диапазончике 72,8, 73,17. Пока этот диапазон он преодолеть не может. Тактически на фоне укрепления евро, на фоне отскоков евро, на фоне роста нефти и снижения мировых финансовых рисков, сейчас с Пауэллом работу проведут, вот, вполне здесь рисуется, что он какое-то время проторгуется и движение вот сюда, вот даже возможно 72,5. Но среднесрочная и долгосрочная перспектива, которая исчисляется уже 1 месяц-4-5 месяцев, движение вот куда-то сюда, оно будет ну, весьма вероятно реализовано. Так, ну и по часовику у нас получается раздали и зарядили вниз.
Соответственно, сейчас в ближайшее время будет консолидация в 72,8, 73,15. И если здесь возникнет пробой вот этого диапазончика, то мы можем даже и укрепиться по рублю и сходить вот сюда вот на 72,27. Но я все-таки думаю, что наиболее вероятно пока будет движение вот в этом диапазоне развиваться. Ну и соответственно отсюда, если возникает противоход и пробой вот этого коридорчика 73,3, 73,35, то мы улетаем на 74 и выше. Но я все-таки склоняюсь к тому, что вот здесь вот в ближайшее время. Еще такой момент, сегодня все будет зависеть от закрытия. Если закрытие будет выше 73,15, то весьма вероятно на этой неделе мы все-таки 74 покажем. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, это сентябрьский фьючерс. Здесь уровни и само движение немножко сдвинулось по сравнению с июньским. Это связано с тем, что когда новый фьючерс начинает торговаться, он немножко выше у него цена. Это связано со стоимостью приобретения денег для того, чтобы фьючерс купить, ну условно, образно говоря. Поэтому всегда есть некоторое превышение. На текущий момент здесь вот сформировалась разворотная формация. Целью этой разворотной формации отскок на 165, вот сюда вот на 165. И соответственно она не будет реализована, если возникает движение вниз и пробой 159 500. Это уже новый уровень, который здесь, исходя из тех сделок, которые были, сформировался. Соответственно, его пробой приведет к значительной просадке и движение уже возможно даже на 144 или 142 тысячи. Пока наиболее вероятный сценарий это либо удерживание вот в этом диапазоне 162, ну даже вот так вот 160 500, и даже более вероятно, что сейчас при тестировании 162 будет пробой и сначала движение вот сюда вот на 162 900, и следующая цель этого укрепления будет движение на 165. Так, друзья, далее Сбербанк, смотрите, вот сейчас идет борьба за уровень 309 500. Неделя была закрыта ниже 39,5, не 39 500. Соответственно, здесь развился шанс дальнейшего пробоя и ухода на 300, потом до 295. Вот сегодня достаточно существенный момент, подтянется, не подтянется на 309,5. Если подтянется и закрытие будет выше, то это значит, здесь был ложный пробой, и все нормально, мы возвращаемся в этот диапазон и идем закрывать в ближайшее время вот этот гэп. Ну да, на 4-часовике здесь все, разворот. По сути, вот это все, это ложный пробой был. И этот ложный пробой, его сейчас пытаются сломать и отправить его на 315, потом 320. Друзья, далее Газпром, здесь вообще все прекрасно. 270 щупает, но не пробивает. Каждый раз его с 270 начинает просто сметать, скупать. И здесь вся ситуация указывает на то, что в ближайшее время, это 4-часовой таймфрейм, мы получим отскок. Цель этого отскока будет движение на 278,5. Ну и здесь как бы если 270 пробивается и начинается проторговка устойчивая, то здесь уже может развиться сразу задерг вниз, и цель его будет 255. Так, друзья, далее ГМК, дневной график. Ну смотрите, здесь по-моему все и так ясно. Он в ближайшее время должен отскочить на 26 250 вот сюда вот. Соответственно, в каком случае это не происходит? Это не происходит, если будет движение вниз и пробой 24 500. Но в текущих обстоятельствах, если не будет, конечно, краша российского фондового рынка или мирового, такое движение менее вероятно. Потому что здесь был набор позиций, и этот набор позиций, который произвели, его нужно раздать. Раздавать его наиболее комфортно вот здесь, вот в этом диапазоне. Почему? Ну потому что вот они здесь любят раздавать. Если они здесь не раздают, то отсюда следующий импульс, который приведет на 27 500 и 28 200. С Норильским никелем надо четко понимать, что эта компания производит все то, что нужно для зеленой энергетики, зеленой промышленности и так далее. И здесь очень высока вероятность того, даже если его сейчас укатают, да хоть на 5000, хоть на 1000,
что он потом все равно отскочит и будет стоить, ну, 100 до сотки его, я думаю, в каком-то диапазоне лет 5-10 точно догонит. Вот, но опять же, здесь надо понимать, что фондовый рынок — это риск. Собственно говоря, люди, которые что-то покупают и продают на фондовом рынке, они рискуют. За счет этого они зарабатывают деньги, но могут и терять. Потому что если вы идете в лес охотиться на медведя, то, соответственно, если вы неумелый охотник, или если у вас, допустим, вместо пули картечь или дробь, то как бы результат может быть не в вашу пользу. Это тоже надо помнить, и нужно быть готовым к тому, чтобы приходить во все оружия и для того, чтобы побеждать. Так, друзья, далее ВТБ. Вот по ВТБ много вопросов. С одной стороны, по месячному таймфрейму он свой путь сделал и должен уже идти на 4 копейки. Но сами видите, вот-вот Пауэлла накажут, все отскочит, и тогда ВТБ никуда вниз не пойдет. Так, ну вот у нас был до этого обозначен уровень 4,7 копейки. На той неделе мы его не пробили. Сегодня мы открылись практически вровень. Немножко сходили вниз. Ну и здесь, собственно говоря, текущая картина указывает на высокую вероятность того, что отсюда произойдет отскок. И цель этого отскока будет 5 копеек. 5 копеек. В каком случае этого не будет? Если идет откат и пробой 4,63 копеек, в этой ситуации весьма вероятно будет возврат к этому диапазону. Но я думаю, вероятность такого события, она не столь существенна. Более вероятно, что отсюда разовьется движение сначала на 5 копеек, а потом, скорее всего, и выше. Друзья, спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Успешных торгов, удачи, всего наилучшего.